Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я очень люблю готовить дагестанские чуду на тонком тесте с разными начинками. И сегодня я хочу с вами поделиться одним из любимых рецептов. Это чуду с тыквой. Даже те, кто не любят тыкву, после этого рецепта обязательно полюбят. Я всем желаю удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. 700 грамм муки просеиваем через сито. У меня мука белая, пшеничная, высшего сорта. Готовим простое тесто, пресное тесто. Выкладываем оставшуюся муку и просеиваем ее. Таким образом она насыщается кислородом, становится легче и изделия получаются лучше. Поэтому этот мы процесс не пропускаем. Делаем углубление. Сюда же добавляем 1 чайную ложку соли. Сюда же добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Я буду готовить большую стопку. Если вы не хотите слишком много, на 500 грамм муки, пол чайной ложки, даже можно 1 чайную ложку без горки соли, 1 столовую ложку растительного масла и воды где-то 300 мл. Здесь у меня 350 мл теплой воды. Добавляем сюда же. Все легко получается. У вас тесто должно получиться мягкое, нежное, но держать форму, потому что нужно раскатывать. Сразу все не добавляю. Обычно добавляем на глаз. Мука может отличаться. Замешиваем тесто. Поэтому воду вы всегда можете добавить. Чтобы потом не добавлять муку, это такое тесто, куда муку можно добавлять, если вдруг у вас тесто получилось слишком жидкое. Ну вот я смотрю, что у меня здесь достаточно муки, и поэтому я все выливаю сюда. Замешиваем тесто. Немножко еще водички сбрызну, где-то еще 20 мл. Ну, в целом где-то 380 мл, потому что тесто должно быть мягким. Выкладываем на стол и вымешиваем тесто. Все крошечки собираем. Муку больше не добавляем, воду больше не добавляем. Посмотрите, какое тесто отличное. Оно и мягкое, и прекрасно держит форму. Ушло 380 мл на 700 грамм муки. Вымешиваем тесто хотя бы минутки 2. Все, тесто наше готово. Посмотрите, какое оно замечательное. Вот такое тесто у нас и должно быть. Подкатываем его в шар и дадим ему отдохнуть минут 15-20. Накрываем либо пленочкой, я накрываю той же емкостью. Я сейчас буду обжаривать лук. У меня луковица 300 грамм. Режем пополам. 1/3 часть я оставляю свежим, нарежу на четвертинки и тоненько перьями нарезаем. Это мы будем жарить. А сейчас как можно мельче нарезаем. Это у нас в сыром виде пойдет чудушки. Конечно, вы можете добавить, обычно у нас в Дагестане добавляют жареный лук, только жареный лук в тыкву, в сырую. Но я добавляю немножко сырой, вот видите, его измельчаем удобным вам способом, потому что орехи дадут очень вкусный, хороший вкус чудушкам, но заберут сочность. Поэтому я добавляю немножко лучок свежий, он даст сочность, но он не должен хрустеть. Поэтому мелко его нарезаем, немножко добавим растительное масло и пожимкаем. Тогда изумительно получается. Все, готово. Лучок мелко нарезали. Идем обжаривать лучок. На средний огонь сковороду, желательно с толстым дном. Добавляем немного растительного масла без запаха. И сюда же добавляем столовую ложку топленого масла. Вместо топленого можете добавить сливочное масло, тоже очень хорошо. Растительное масло увеличивает температуру горения, и масло у вас сливочное не будет гореть. Немножко разогрелось масло, отправляем лучок. Обжариваем до нежно-золотистого цвета. Распределяем. И чтобы лук у нас лучше отдавал влагу и карамелизовался, немножко добавляем соли. Он начинает выделять сахар и карамелизуется очень красиво. Далеко не отходим, потому что огонь хороший у нас. И обжариваем равномерно, помешивая время от времени. И вот на этом этапе уже лучок почти готов. Сильно его не будем зажаривать. Оставим приятный карамельный вкус. Выключаем. Готово. 150 грамм грецких орехов освободила от перегородок. И сейчас будем измельчать удобным вам способом.
Прямо в пыль измельчать не будем, так, чтобы немножко кусочки орешков чувствовались. Вот так должно быть. У меня здесь 1,5 килограмма тыквы. Нам нужно сейчас обрезать вот эту всю жесткую часть и натереть на терке. Так, готово. И сейчас будем натирать на терке. Натираем на средней терке. Посмотрите, какая сочная тыква. Когда удаляла семена, я срезала вот эту пробочную часть. Еще в феврале, в марте тыква еще хорошая. То есть всю осень, зиму, начало весны она еще хорошая. Потом она уже будет как пробка невкусная. Поэтому сейчас самое время готовить чуду. Вы попробуйте именно это сочетание, то, что я вам дам, сочетание чудушек. Даже если вы тыкву не любите, вы ее полюбите. И плюс, конечно, то, что это полезно, это очень здорово. Вот сколько у нас тыквы получилось. Посмотрите, какая она изумительно просто пахнет. И сейчас добавляем сюда остальные ингредиенты. Лучок у нас остыл. Отправляем сюда к тыкве. Бывает такое, что я могу лучок жарить на бараньем жире, на курдючном жире, либо на жире говяжьем. Сегодня на топленом масле. Сюда выкладываем лучок свежий и его немножко жимкаем. Так, у нас 1,5 килограмма тыквы, а также лучок. Лука получается 300 грамм в целом. Поэтому получается где-то 800 кг. На каждые 100 грамм 1 грамм соли. Поэтому я добавляю сначала 1 чайную ложку и еще чуть-чуть, половинку. Главное не пересолить. Пол чайной ложки черного молотого перца. Тыква не столько любит черный молотый перец, сколько любит красный. Поэтому пол чайной ложки красного молотого перца. У меня вот такой перец красный, срирача. Пол чайной ложки добавляем тмина. Сюда же добавляем молотые орехи. И ложку добавляем ореховой травы. Ореховая трава, она у нас в Дагестане продается. У славян это голубой пажитник. У грузин это уцход сунели. Добавляем. И все аккуратно смешиваем и будем пробовать. Как раз пока мы с вами готовим начинку, тесто уже будет готово. Я уже его трогала, оно такое нежное, такое приятное. Ох, как пахнет наша начинка. Слюноотделения не избежать. Вот, орехов больше и не добавляйте, потому что орехи впитают всю сочность, и чудушки не будут такие сочные. Идеально просто получилось здесь и лука, и соли, и всех специй. Очень ароматно и вкусно. Все готово. Начинаем разделывать тесто. Тесто, посмотрите, какое красивое. И сейчас делим его на части. Тесто мое весит 1100 грамм. И сейчас делим на 11 частей. И сейчас каждый кусочек теста скатываем в шарик. Вот так. А сейчас наши заготовочки должны отдохнуть. Буквально 5-10 минут. Тесто наше отдохнуло. Берем один шарик, будем его раскатывать, остальное накрываем, чтобы не заветривалось. Подпыляем мукой и раскатываем как можно тоньше. Там, где прилипает, обязательно мукой надо, чтобы не прилипало. Тесто очень нежное. Так как мы будем сворачивать вдвое, вот там, где немножко прилипает, обязательно нужно мучки чуть-чуть. Так как мы будем складывать вдвое, эти чудушки готовятся из тонкого теста, поэтому нам нужен хороший, безупречный, красивый овал, эллипс. И немножко в ширину тоже прокатаем, чтобы было тоненькое тесто и вкусная, сочная начинка. И буквально все готово. Краешки, чтобы тоже были тонкие.
Ничего сложного нет. Вот такой скалочкой очень удобно сделать это. Вот посмотрите, какое тонкое тесто. Очень хороший тонкий пласт получился у нас. Очень удобно это делать на вот такой специальной доске. Немного подпыляем. Варочную поверхность или простую блинницу вы можете установить уже на огонь. Пусть разогревается. Итак, мы выкладываем на доску, определяем границы, складываем вдвое, определяем границы, где у нас должна заканчиваться начинка. Начинка пустила сок, и сейчас мы выкладываем начинку и распределяем. У нас в Дагестане это все делается руками. Все распределяем равномерно, не забываем про уголочки, чтобы они не были пустыми. Начинки тоже слишком много не должно быть. Должен быть баланс между тестом и начинкой. Тогда очень вкусно. Если много слишком начинки будет и не будет чувствоваться тесто, невкусно. Если будет слишком мало начинки, а больше будет теста, тоже невкусно. И теперь вот таким ловким движением набрасываем тесто. И сейчас пальчиками проходимся, закрепляем, чтобы начинка не играла наша и не вытекала. Вот так прижимаем. Посмотрите, как просвечивает. Прекрасно. И проходимся по краю. Много теста не оставляем. Я прохожусь вот таким фигурным резаком. Вы можете пиццерезкой, можете ножом, можете просто ребром тарелочки. Почему мы доску подпыляем? Чтобы чудо у нас не прилипло. Вот так. Готово. Идем выпекать. Здесь у меня 2 глазка, варочная панель с антипригарным покрытием. Я уже поставила на огонь. Чуть-чуть выше, чем маленький огонь. Отправляем сюда чуду. Вот так ловким движением выкладываем, не боимся. Вы спрашиваете меня, где продается вот такая варочная панель. Они продаются, мы купили их в Costco, здесь большой гипермаркет. Вы можете купить на любом онлайн-маркетплейсе. И на Wildberries есть, и на Озон, и на Amazon. То есть можете найти. Круглая, вообще очень удобно круглая. Когда вы готовите лаваши тонкие, когда вы готовите вот чуду, я вообще люблю круглые. Ну и такая тоже очень приятно. На ней я тоже готовлю лаваши. Видите, уже краешки начинают немножко закручиваться. Вы не даете долго на этой стороне жариться. Нужно перевернуть мелкие крапушки и потом переворачиваем снова. Можете это сделать лопаткой. Можете вот так за краешек взяли и перевернули. Вот смотрите, тоненькое тесто, даже тыкву видно. Крапушек нету как таковых. Мы сейчас снова будем переворачивать. И я огонь немножко прибавила, потому что нам обязательно нужны крапушки. Крапушки, которые будут у вас на чуду, это залог того, что у вас готова одна сторона и вторая сторона. Вздыматься будет само чуду, и пар будет искать дырочку. В этот момент самая высокая температура, и у вас, даже если у вас тыква с мясом, однозначно, но у вас все пропекается внутри. Вы свои опасения мне высказываете в комментариях, абсолютно не переживайте. Тонкое чуду и с мясом, и с тыквой, и с картошкой прекрасно пропекается. Просто нужно нарезать правильно. Как вот показываем, тонко или вот на терочку, вот так и надо. Сейчас я немножко огонь прибавила. Сверху смазываем сливочным маслом. Можно растопить, а можно вот так. Вот эти крапушки, золотистые крапушки, это залог того, что готово все. И сейчас накрываем пленочкой, потому что оно продолжает еще внутри томиться. А теперь только успевай. Катай и выпекай. Чтобы все равномерно прожаривалось, я обязательно двигаю там, где глазок, чтобы серединка тоже хорошо пропекалась. Все, у нас все готово, поджарилось.
Здесь немножко порвалось. Это тоже ничего страшного. Перекладываем на сервировочное блюдо. Про краешки не забываем, чтобы они не оставались жесткими. Чудо очень горячие, и мы это тепло сохраняем. Пленочкой накрываем обязательно. Итак, дорогие друзья, чудо получились очень сочные, очень вкусные. Тоненькое тесто и много вкусной начинки – это просто объедение. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы также для удобства общения с вами создали чат. Приглашаем вас. Ваша подписка, лайки и комментарии помогают процветанию канала. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.